Казаки – визитная карточка России, такие же узнаваемые герои, как американские ковбои или пираты Карибского моря. Это воинское сословие окружено массой мифов. Сегодня поговорим о том, откуда они взялись, чем отличались друг от друга, как казачество пришло в упадок и что делает теперь. Само слово «казак» любят переводить с мертвого теперь кипчакского языка как «свободный человек». Правда, его можно трактовать и как бесприютный изгнанник. Считается, что казаки, как явление, появились в 15 веке. Золотая Орда агонизировала, государства на ее руинах были бледной тенью грозной державы чингизитов, но степной пояс на южных границах Старой Руси не стал от этого спокойным местом. В пограничье орудовали мелкие и крупные банды. Остатки Орды жили набегами. Быстрые отряды налетчиков старались проскочить мимо крепостей и их гарнизонов. Полноценное войско легко победило бы грабителей. Но таких столкновений они как раз избегали и предпочитали нападать на мирных жителей, грабили, угоняли пленников в рабство и скрывались в степи. Пленники попадали или на невольничий рынок, или в яму, где ждали выкупа. Именно таким набегам и противостояли первые казаки. Еще Иван III писал, что жители пограничных областей отправляются, цитата, «самодурью на Дон». Казаки с самого начала не были единой этнической группой. Это именно социальный феномен. На Верхнем Дону казаки пополнялись в основном русскими. В бассейне Нижнего Днепра – будущими украинцами. Первые донские казаки были, насколько это было вообще возможно для казака, частью русского государства, а днепровские – польского. Русское казачество никогда не было однородным. Образ, который люди сейчас представляют себе при слове «казак», — это вольные казаки. Вольные казаки жили за пределами границ России и на свой страх и риск вели бои против кочевников. Нанимались на службу к тем, кто платил, отнимали добычу у налетчиков, а при случае и сами устраивали набеги на Орду. Чаще всего вольными казаками становились вчерашние крестьяне. Но среди казаков были и бедные дворяне, и боевые холопы, то есть дворянские слуги и стрельцы. Иногда они могли и вернуться к мирной жизни, но предпочитали оставаться в серой зоне. Налогов там не было, а земли ты мог взять себе столько, сколько мог удержать. Правда, и рассчитывать ты мог только на себя и на своих товарищей. На Дон бежали от долгов, от службы, от наказания или просто от тягот за свободой и мечтой. В столице к казакам испытывали смешанные чувства. Это были беспокойные, часто буйные люди, но на войне очень полезные. Москва снабжала их порохом, свинцом, оружием, деньгами, хлебом и прочими припасами в награду за службу. Другую группу составляли служилые казаки. Это была часть обычной армии. Таким казакам платили жалования, и они мало чем отличались от других военных. Были и так называемые воровские казаки, обычные уголовники, сбежавшие на фронтир от карающей руки государства. Служилых казаков обычно было несколько тысяч человек. Посчитать вольных и воровских было нереально. В начале 18 века на Дону жили 14 тысяч учтенных казаков. На Урале 3 тысячи и более 2 тысяч на Северном Кавказе. Речь, конечно, идет о тех, кто нес службу, без учета членов их семей. Этнически и культурно это были в основном славяне и православные. Помимо прочего, казачество пополнялось выходцами из польских владений. Они бежали от жестокости поляков-землевладельцев. Приходили и татары. Среди казаков, живших на Кавказе, встречались выходцы из кавказских народов. Часто в казаки шли люди, которым были поперек горла государственные правила и ограничения. Крестьянин, сбежавший от тягот барщины, разбойник, ушедший из-под виселицы. Такие персонажи никого не удивляли. Но иногда государство само побуждало людей уходить на фронтир. Например, переселяя в казачьи земли стрельцов вместе с их семьями. Были и более экзотические варианты. Например, в Сибирь отправляли пленных поляков и шведов. Бежать оттуда было почти нереально. И так за Уралом появились казаки, родившиеся где-то в районе Стокгольма. Поляков записывали в казаки даже во время наполеоновских войн. На юго-востоке и в Сибири казаков набирали из калмыков и бурят. Так что казак-буддист тоже никого не удивлял. За Будду, царя и отечество, как говорится. Казаки часто переходили из одной категории в другую. Из вольных в служилые и наоборот. Россия двигалась на юг и на восток. И казаки тоже мигрировали, расселяясь вниз. По Дону, на Волгу, на Урал, в Сибирь и в предгорье Кавказа. В XVIII веке уже существовало 3 отдельных группы русских казаков – донские, терские и яицкие, по названию соответствующих рек. Казаков хватало и в Сибири, но здесь жили в основном не вольные, а служилые. Иногда казаки и сами расширяли фронтир. Самый известный пример – это знаменитая экспедиция Ермака, покорившего Сибирь в эпоху Ивана Грозного. О происхождении Ермака есть несколько версий, но лучше всего звучит определение из летописи.
Родом неизвестный, душой знаменитый. Ермак сначала был обычным волжским казачьим атаманом. Затем вместе со своими людьми воевал в Ливонской войне. А в 1581-м его дружину наняли богатые купцы Строгановы с тем, чтобы казаки защитили их интересы за Волгой от набегов сибирского хана Кучума. Фактически это было что-то вроде частной военной кампании. Небольшая, хорошо вооруженная дружина углубилась в земли Сибири и присоединила огромные территории. В процессе казаки несколько раз разбили армии местных ханов, превышавшие размер дружины Ермака в несколько раз. Царя известили не сразу, в 1583-м, но когда известили, Иван Грозный целиком одобрил предприятие и отправил Ермаку не только подкрепление, но и богатые дары, в том числе 2 кольчуги. Ермак к своей безопасности относился серьезно и, по легенде, носил обе, днем и ночью. По той же легенде это его и подвело. В 1585-м он с небольшим отрядом двигался по берегу Иртыша. Враги напали на спящих и перебили весь отряд. А сам Ермак утонул, когда пытался переплыть Иртыш. Царский подарок утянул его на дно. Оставшиеся казаки были вынуждены отступить из региона. Но начало освоению Сибири было положено. Год спустя казаки вернулись снова. Казаки были ценным дополнением к основному русскому войску, но они же были самым проблемным сословием. Они любили повоевать и принимали участие в любом большом восстании, а то и начинали такие восстания сами. Любое социальное потрясение в глубине России отзывалось на Дону. Самый известный пример – это, конечно, восстание Стеньки Разина. В 1649 году соборное уложение окончательно установило крепостное право, каким мы его знаем. На Дон потянулись беглые. К ним добавились дезертиры, сбежавшие от войны с поляками и шведами. За пару десятилетий в казачьих областях собралось много взрывоопасного человеческого материала. Ну а в 1667 году закончилась долгая война с Польшей, и на Дон хлынули люди, умевшие только воевать. Из этой среды и вышел атаман Степан Разин. Сначала он устроил поход в Персию через Каспийское море. Персидскую княжну он, слава богу, в реальности не топил. Тут Разину приписали участие в классическом фольклорном сюжете. Но крови пролил немало и вернулся с огромной добычей, как всякий нормальный пират. Сначала Разин попросил у царских чиновников прощения, добавив к нижайшей просьбе долю добычи. Но на этом он не успокоился и нещадно грабил купцов, любых, русских тоже. После похода на персов казаки Разину устроили рейд в глубину России, даже взяли Царицын, будущий Волгоград, и Астрахань. Мирных жителей казаки Разина пытали, чтобы узнать, где они прячут деньги, а ряды свои пополняли тут же, объявляя всех желающих свободными и от крепостной зависимости, и от налогов. Подавлять все это буйство пришлось полноценными армиями под командованием прославленных полководцев, героев войны с поляками. По мере того, как падала угроза со стороны степняков, казаки становились земледельцами, которые несли заодно и военную службу. Теперь казак был не только бойцом, но и пахарем, бахчеводом, а то и виноделом. Казачьи войска в горячих точках пополнялись централизованно, либо казаками из более спокойных краев, либо крестьянами. Так сформировалось Кавказское линейное казачье войско. Его взрывной рост начался, когда в регион массово переселили русских крестьян. Интересно, что казаки перенимали многие обычаи, одежду и даже нравы тех народов, с которыми плотно контактировали. Казаки-буряты были буддистами. Терцы, хотя и не принимали ислам, часто женились на горянках и подражали горцам в одежде, обычаях и тактике боя. В XVIII веке Екатерина II присоединила территорию Запорожья и распустила Запорожскую сечь. В дальнейшем под новые территории создавались, а затем упразднялись небольшие казачьи войска – Азовское, Букское и другие. В XIX веке в Молдавии некоторое время даже существовало Дунайское казачье войско Задунайской сечи, куда входили запорожцы, сербские, болгарские, греческие и даже албанские добровольцы. Примерно тогда же появилось Синереченское войско на территории современных Казахстана и Киргизии. С конца XVIII века формировалось Кубанское, составленное из казаков украинского и русского происхождения, и ставшее в итоге самым многочисленным. После того, как Россия окрепла и завела себе регулярную армию, казаки стали просто ярким национальным видом войск, как гусары в Польше или как ландскнехты в Германии. Наполеон кривился и называл казаков презренной кавалерией, не способной прорывать пехотный строй. Но сила казаков была не в прорыве. Перехватить гонца, неожиданно отковать обоз, уничтожить дозор. Здесь казакам не было равных. Они были мастерами малой войны. Внезапные уколы, маневр, отход.
Скажем, перед битвой при Прейсе-Шейлау Наполеон отправил маршалу Бернадоту приказ двигаться к месту сражения. За первым гонцом он на всякий случай послал еще 6, не доехал ни один. А русские получили полную картину планов Наполеона. Это, конечно, идеальный сценарий. Но русская легкая кавалерия отличалась таким образом не раз и не два. Иначе жизнь и война выглядела для казаков на Кавказе. На Кавказской линии казаки играли двойную роль. Станицы казаков-поселенцев были кордоном, который не позволял мюридам Шамиля устраивать набеги в глубину страны. Казаки же с ними и воевали в качестве легких частей регулярной армии. Самостоятельные инициативные бойцы, способные осмысленно действовать даже попарно или в одиночку, только казаки могли соперничать с горцами в их родных горах. Это была земля множества отдельных урочищ, перевалов и узких троп. И здесь было критически важно, чтобы каждый офицер и даже каждый солдат мог воевать автономно, думать собственной головой и не полагаться на указания сверху. В XIX веке казаки добились высшей чести для любого воина. Из них начали набирать охрану царя. Так называемый собственный его императорского величества конвой. По сути, имперскую ФСО. В основе была очень драматичная история, которая произошла в 1813 во время наполеоновских войн. В масштабной битве народов под Лейпцигом император Александр I чуть было не попал в плен к французским кирасирам. Кирасир сумели в последний момент остановить гвардейские казаки. Бой был страшный, многие погибли, но царь был спасен. С тех пор казаки охраняли первое лицо империи. Основу конвоя составляли терцы и кубанцы, но в разное время в императорской охране служили и горцы, и татары. Казаки разных войск оставались особым сословием до самого крушения Российской империи и выполняли не только функции легкой кавалерии, но и полицейские задачи. Они имели множество льгот и платили правительству лояльностью. В начале 20 века во время революционных волнений казаков использовали как своего рода прото-ОМОН для борьбы с беспорядками. В результате в западную массовую культуру казаки попали именно такими, как люди со страшными нагайками, гроза революционеров. В 1917 году Российская империя рухнула. Вскоре началась гражданская война. Множество казаков воевало и на стороне белых, и на стороне красных. На казаках частично держалась Белая армия, к несчастью для белых. На Дону и на Кубани были сильны сепаратистские настроения. Прогнав большевиков с Дона, многие казаки посчитали, что их дело сделано, и можно возвращаться домой. А на Москву пусть идут юнкера и офицеры. И это была фатальная ошибка. Большевики строили новое государство, в котором старые сословия подлежали полному упразднению. Казаки с их вольностями стали естественными противниками новой власти. Одним из самых мрачных эпизодов ранней советской эпохи стало так называемое расказачивание. У казаков изымали оружие, конфисковывали хлеб, верхушка казаков, включая всех зажиточных, подверглась террору и физическому уничтожению. В нелояльных станицах брали заложников, которых по необходимости потом расстреливали. Сотни тысяч человек депортировали. Многие бежали и пополнили ряды белой эмиграции. Тем не менее, люди, считавшие себя казаками, сохранились. В 30-е годы курс поменялся и были даже сформированы казачьи кавалерийские части. Конечно, кавалерия с середины 20 века не воевала с шашками наголо. На лошадях только маневрировали, а бой вели в пешем строю, как обычная пехота, при помощи винтовок, пулеметов и артиллерии. В таком виде казачьи войска встретили Великую Отечественную. Они прошли и катастрофы 41-42 годов, и триумфальное наступление в конце войны. Некоторые из казаков успели повоевать еще в Первую мировую, но и во Второй не ударили в грязь лицом. Яркий пример — Константин Недорубов. На Первой мировой он заслужил 4 Георгиевских креста за штурмы австрийских и немецких позиций. В гражданскую он воевал за белых, а после плена — за красных. В 1930-е 3 года сидел в лагере, а в 1941-м сформировал добровольческий кавалерийский эскадрон и им командовал. За подвиги на новой войне Недорубов получил Героя Советского Союза. Золотую звезду он носил вместе с Георгиевскими крестами. После распада Советского Союза казаки попали под действие указа о реабилитации. Репрессии эпохи расказачивания осудили. Те жители традиционных казачьих областей, кто еще ассоциировал себя с казаками, получили возможность создавать казачьи общественные организации, которые пытались восстановить традиции казаков царских времен. Сейчас казаки признаны одним из субэтносов русского народа. В наше время в казачьих обществах состоит около 150 тысяч человек. Далеко не все они потомки казаков, однако на Дону, на Кубани и в Сибири по-прежнему сохраняются общины людей, считающих себя казаками. Стереотип о ряженых, обвешанных самодельными медалями, это именно что стереотип.
часто абсолютно несправедливой. Боевые казачьи части есть и в составе российских войск сейчас.